Всем привет, мои дорогие девочки и мальчики! Спасибо, что вы со мной и смотрите это видео. И сегодняшняя наша тема – это бюджетная цена, аромат на миллион. Действительно, есть такие ароматы, которые при своей бюджетной стоимости звучат дорого, звучат совсем не хуже люкса, и при этом вы получите много комплиментов, и никто никогда не догадается, что вы сэкономили на парфюме. Именно о таких ароматах мы поговорим с вами сегодня. И первый аромат, с которым я хочу вас познакомить, это не просто бюджетно, это супер-мега бюджетно. Цена в районе 10-12, может быть 15 евро. Я говорю про аромат Хамам от бренда Tessori. Звучит как такой дорогой, хороший люкс. Я знаю, что данный парфюм очень часто сравнивают с синемой от Yves Saint Laurent, но, как по мне, по моему восприятию, это очень-очень похоже. Я бы даже сказала, что это такой клон аромата Armani Code от Armani. Здесь вот эта цветочная нота, здесь такое классическое люксовое звучание, очень хороший шлейф. Кстати говоря, неплохая стойкость, в принципе, целый день я его ощущаю на себе. Что немаловажно, вот у таких совсем откровенно недорогих парфюмах очень часто на старте есть вот эта нота спирта, потом она улетучивается, аромат уже звучит хорошо, но здесь нет даже этого. Уже с первых минут он отлично раскрывается. Аромат согревающий, он такой густой, ванильно-миндально-цветочный, чуть-чуть терпкий по моему восприятию. И действительно, вот на мне, на моей коже это очень похоже на Armani Code. Единственный жирный минус этого парфюма – это его флакончик. Он выполнен из пластика, это без сомнения не совсем приятно, но с другой стороны цена здесь это вполне окупает. И если аромат сам звучит дорого, хорошо и интересно, то флакончик, если честно, не так уже и важен. В его верхних нотах мандарин, лимон и цветок миндаля. Средние ноты – это жасмин и цветок апельсина. В базе же ваниль, амбра, мускус и древесные ноты. И следующая бюджетная находка – это аромат от Lattafe Classic Stone. Его стоимость в районе 40-50 евро за 100 мл. Я бы описала его как такая тепло-пряная, роскошная, глубокая гурманика. Но гурманика здесь непростая. В ней очень красивая нота замши. Также очень удачно здесь вплетена нота специй. Добавляет глубины, шероховатости, делает парфюм более объемным. На старте, как по мне, по моему восприятию, он звучит чересчур ярко, но, возможно, вам это вполне подойдет. На холодную осень, на зиму он отлично подойдет, и цена здесь тоже вполне приятная. В его верхних нотах фиалка, кардамон, кумин и шафран. Далее идут замша, мускат, османтус и кардамон. Средние же ноты – это замша, мускат, османтус и гвоздика. И это все на подложке из мускуса, амбры, дубового мха и древесины. Ну а сейчас давайте продолжим тему арабской парфюмерии, тему новинок. И здесь есть очень прекрасный аромат от той же Lattafe Anna Abedit Scarlet. Если вы любите розу, и именно розу такую в ее маслянистом, таком густом, сливочном исполнении, то здесь она просто прекрасна. И эта красивая, эта роскошная роза здесь переплетается с вишневой нотой. И эта нота вишни, она по моему восприятию здесь очень тоже такая густая, возможно, это даже вишня с косточкой. Я улавливаю, как будто бы это даже не сама вишня, а это вишневое варенье с косточкой. И это вишнево-розовое великолепие на подложке из ванили и приправлено розовым перцем. Очень красивое сочетание, звучит женственно, сексуально, томно, маняще. Это прекрасный аромат, и я думаю, что он многим понравится. 60 его миллилитров стоит всего лишь 25 евро, и это просто бюджетная парфюмерная находка. И мне кажется, вот как бы я могла описать этот аромат. Это как будто бы взяли Делину от Parfum de Marly, взяли вишню Тома Форда, их смешали, добавили капельку розового перца для пикантности, и получился отличный, очень красивый аромат. Верхние его ноты – это вишня и розовый перец, далее идут роза, пион и мускатный орех, и бобы тонка. В базе же сахар, ваниль, пачули и карамель. А сейчас от новинок давайте перейдем к парфюмерной классике.
Я хочу вам напомнить про отличнейший парфюм Noa от Cacharel. Он был выпущен еще в 1998 году, если я не ошибаюсь. Тогда он был очень популярным. Но и сейчас он звучит также очень хорошо, при этом стоит достаточно бюджетно. За 100 мл 80 евро, но очень часто я вижу данный аромат на скидках, и те же 100 мл можно купить в районе 55-60, однажды я даже видела за 45 евро, но здесь нужно, конечно, дождаться скидок. Аромат про легкость, про цветочность, про женственность. Звучит очень красиво, нежно, легко, приятно, и он очень универсальный. Также в нем есть очень такая красивая кремовая нота, и мне особенно нравится, как она открывается именно зимой, хотя сам аромат отлично подходит и на лето. И зимой вот эта кремовая нота, это нота уходовых средств, она становится как будто бы такой чуть более колкой и интересной. В его верхних нотах белый мускус, пион, фрезия, а также зеленые ноты персик и слива. Средние ноты – это лилия, ландыш, трава, жасмин, роза и иланг-иланг. В базе же ваниль, кофе, а также сандал, кедр, кориандр, ладан и бобы тонка. А вот следующий аромат, мне кажется, не так широко известен широкой публике, хотя я живу в Бельгии, и в нашей сети парфюмерных косметических магазинов он всегда есть на их полочках. И я говорю про Intimissimi Noir. Прекрасный аромат, его стоимость в районе 40-45 евро, но на скидках это даже будет в районе 30. Очень такой густой, обволакивающий, яркий, сексуальный. Я бы назвала его братом. Он очень похож на Black Opium от Yves Saint Laurent. Я не скажу, что это копия, но это одно направление. Он такой томный, сексуальный, густой. Здесь красивое сочетание цветочных нот, ванильной сладости, такой вот неги. Есть немного кофейных отголосков, цветов, цитрусов. Все это очень красиво переплетается, очень гармонично звучит. И это тот случай, когда аромат стоит недорого, но при этом звучит как люкс. В его верхних нотах кофе, цитрусы, кокос и ежевика. Средние ноты – это жасмин, роза и цветок апельсина. В базе же ваниль, карамель, древесина и мускус. Но на этом у меня все. Спасибо, что вы были со мной и смотрели это видео. Спасибо большое вам за ваши лайки, просмотры, комментарии, а также вашу подписку. Я все это очень ценю и очень вам благодарна. Ну а я, как всегда, желаю вам хорошего дня и отличного теплого вечера. И не забывайте, что вы прекрасны и вы уникальны. Всем пока-пока!